Сегодня компания Каез хотела бы представить вам свою первую в истории онлайн-выставку картин. Эта выставка будет посвящена теме кроликов и будет состоять из 3 глав. В первой главе будут представлены краткие биографии художников, чьи работы будут показаны. Глава 2 будет представлять собой демонстрацию самих картин, включая название картины и имя художника. Глава 3 будет посвящена анализу картин с точки зрения того, что делает их такими красивыми и уникальными. Прежде чем мы начнем, я хотел бы дать несколько предварительных замечаний. Искусство, каким мы его знаем, играет фундаментальную роль в нашей жизни и служит движущей силой культурного развития, независимо от того, какая это форма искусства. В особенности, искусство может быть использовано для снятия стресса и создания радости в нашей жизни, когда оно привязано к определенной теме, которая вызывает чувство фамильярности. Для одних эта фамильярность может быть вызвана ностальгией, а для других – близкими отношениями с чем-то, например, с животными. На самом деле, существует множество произведений искусства, посвященных животным, которые выполнены настолько тонко, что вызывают истинное ощущение признательности. Однако, рассматривая произведения искусства, посвященные конкретным животным, нельзя не восхититься различными интерпретациями кроликов. Зачем кому-то создавать произведение искусства о кроликах? Ответ очень прост. Кролики с их длинными ушками и ватными хвостиками являются, пожалуй, самым ярким олицетворением мира и спокойствия на Земле. Известно также, что они символизируют удачу и плодородие. Действительно, существует множество причин, по которым художник захочет изобразить этих маленьких существ в своих работах. В книге «История кролика», выпущенной Департаментом печати и литературы компании, собрана лучшая коллекция поэзии о кроликах. На этой выставке мы познакомимся с лучшей, пускай и небольшой, коллекцией картин о кроликах. Первого художника, выбранного для этой выставки, звали Франц Вернер Фонтан. Он был немецким художником эпохи барокко, который путешествовал и работал в Италии. Фонтан родился в Гамбурге. По словам Хубракена, который называл его Жоана Вернеро там, в поэме о членах Бенвулькеля, он вступил в бенд под именем Дапер и был хорошим художником цветов. Его прозвище было Дапер или Апрет. Он находился под влиянием Давида де Коника и стал учителем Пьетро Наварры. Он жил в Риме с 1685 по 1695 год и известен натюрмортами с цветами и охотными фигурами. В 1702 году он был в Пассау, а затем переехал в Вену. В Риме он обучался в мастерской Карло Марат. Он был приглашен в Вену на должность придворного художника и оставался там до своей смерти. Фонтан посвятил немало картин кроликам, в особенности. Именно поэтому он был выбран для этой выставки. Его картины с кроликами, несомненно, вызывают благоговейный трепет. Все, начиная от цветов, композиции и заканчивая эмоциями, делают эти картины
уникальными. Сегодняшний второй художник – Якоб Самуэль Бек, немецкий живописец. Он рос сыном в богатой семье в Эрфурте. Его отец, Георг Конрад Бек, был советником и полицейским комиссаром. В 1734 году он женился. Его дом и студия находились по адресу Йоханнесштрасе, 36 в Эрфурте. Он писал портреты Карла Александра фон Вюртемберга, Леопольда I фон Анхальдесау, Вильгельма Фердинанда Бахофа, Густава Адольфа фон Готтера, Кристиана Райхарта и других. В 1752 году он был назначен придворным и кабинетным художником герцога Карла Августа фон Саксом Веймар-Эйзенах. Для Эрфуртского Августинского монастыря он вместе с 8 другими художниками выполнил масляными красками для большого формата 56 существующих изображений и разработал цикл «Пляска смерти». Бек также написал несколько работ для главного алтаря Эрфуртского собора. На нижнем алтарном образе, который, вероятно, заменил более старую картину, изображено поклонение волхву. При этом изображение основано на одноименной картине Питера Пауля Рубенса. Изображение Святой Троицы в сочинении также первоначально принадлежало Беку, но его больше не существует. Он также написал «Поклонение пастухов» на южной стене хора. Бек был в Елгаве примерно за год до его смерти. Пляска смерти Бека стала жертвой большого пожара в монастыре августинцев 7 марта 1872 года. Сегодня в Эрфуртском Ангер-музее хранится более 14 картин.
Как вы только что убедились, картины этих двух художников вызывают сильные эмоции. Кролики в этих работах выступают как элементы жизни. Они образуют настоящую связь со зрителем, добавляют ощущение легкости и близости. Вместо того, чтобы представить нам поддельных существ, художники однозначно уловили дух этих живых кроликов. Жаль, что безвестность этих работ не позволяет нам получить более широкое признание. Тем не менее, они являются шедеврами. В заключении мы хотели бы поблагодарить всех, кто присоединился к нам сегодня. Компания Каез стремится выпускать больше материалов, касающихся кроликов, в соответствии с месяцем кроликов. Это включает в себя выпуск предстоящей книги, которая будет связана с этой выставкой картин.